Варя не отличалась особой красотой, чисто внешней во всяком случае. Она считала, что ее портили волосы, совсем не густые, блеклые какие-то. Когда она была девочкой, носила две жидкие косички, которые мама туго заплетала. В старших классах решила постричься, но это тоже был не выход, оказалось еще хуже. Вот так и страдала бедная девушка от своих некрасивых волос. Черты лица были обыкновенные, могли быть и получше, но зато стройненькая. И кавалер у нее был, Димка. Тогда еще мама Варя все не могла на него нарадоваться, мол, хоть кому-то наша серая мышка приглянулась. Вместе с Димой школу окончили, вместе поступили в институт. Многие тогда на них смотрели и смеялись, мол, школьная любовь недолговечная, а кто-то, наоборот, завидовал их тихой любви. Подойдет Дима на перемене к Варе, приобнимет за талию и смотрят друг на друга. Даже говорить им ничего не надо было, все по взгляду понимали. Выучились оба на экономическом и на 5-м курсе поженились. Сколько уж тянуть можно было. Да и у Вари будет диплом уже сразу с новой фамилией. Родители только рады были, счастья желали молодым и верили в их крепкую семью. Сначала жили на съемной квартире. Пока были студентами, родители помогали, а потом сами стали зарабатывать и обустраивать свой быт. Их общего заработка хватало и на жилье, и на еду. А когда через 1,5 года у них родилась дочка Эля, то родители Вари оставили им свою квартиру, а сами переехали в деревню. И с этого момента Димку как подменили. Стал какой-то нервный, вечно всем недовольный, ни на какой ремонт не соглашался, не моя, мол, квартира, и руки не лежат. Варя его не понимала, но и на ремонте не настаивала. Все было там и так чисто и аккуратно. Квартира их, какие могут быть разговоры? Но не переубедить было Дмитрия, который все чаще и чаще стал пропадать из дома. Дочка подрастала, уже в 6 классе училась, когда однажды пришла домой и заявила матери: «Ты только не огорчайся, мам, но я отца с какой-то теткой видела в кафе». Лицо Вари запылало огнем, но она лишь спросила: «В каком кафе еще? Ты-то что там делала?» «Я мимо проходила. Мы с девчонками гуляли в центре, а они прямо у окна сидели. Он ее за руку держал». Так вот, почти в одночасье рухнула Варина жизнь. Дмитрий отпираться не стал, раз уж дочь видела. Тут на злые языки не спишешь. И он во всем сознался. У него другая, он уходит к ней. «Значит, здесь квартира не твоя, а там прям твоя, да?» Не нашлась на большее Варя. Но Дмитрий молча собрался и ушел, поцеловав дочку, которая шарахнулась от него и виновато взглянув на Варю. С тех пор прошло 2 года. Она уже переболела этой изменой, хотя было нелегко, даже тяжело, так, что по ночам выла в подушку, корила себя, что это она виновата, и оставила дочь без отца. А потом пришла к выводу, что страшненькая она, вот и сбежал он к красотке. Видела Варя ее однажды мельком. Не прям неописуемая красота, но смазливенькая. Главное, волосы шикарные, темные, до плеч, красивые и густые. А ее они даже не заметили. К лучшему, тогда подумала Варя и поспешила домой. Дочка с отцом общаться не хотела. Варя говорила ей, что это родители расстались, но ее он не бросал. А Эля отвечала, что если б хотел видеться, то писал. Номер телефона у него есть, но он молчит, а она навязываться не хочет. Пыталась и Варя поговорить с бывшим мужем на эту тему, чтобы о дочке не забывал, да поняла, что бесполезно. Жаль ей было Элю, но дочка сама маму успокаивала, что ей даже хорошо, так как предателя видеть она не желает.
А как-то возвращалась Варя вечером домой на такси и познакомилась с таксистом. Ильей зовут. Он помог ей тяжелую сумку до подъезда донести. До квартиры она отказалась. Пришла домой, улыбается. Эля сразу с расспросами, что такого радостного случилось на работе. А оказалось, не на работе, а после. Она была рада за маму, но и огорчена, узнав, что взрослые не обменялись телефонами. Ведь давно она не видела, как мама улыбается. А через 2 дня Эля с мамой шли домой вместе. Дочка всегда по пятницам дожидалась маму около ее офиса, так как у самой рядом была секция. После встречи они всегда шли пешком через парк и разговаривали. Покупали пиццу около дома, а потом смотрели какое-нибудь кино вместе. Подходя к подъезду, Эля увидела на лавочке мужчину с букетом цветов. Она тогда не заметила, как мама улыбнулась и ускорила немного шаг. Мужчина встал, когда они подходили к подъезду. «Варвара, я не успел взять у вас номер телефона. Простите, что вот так вас подстерегаю». Он вручил ей цветы. «Может, вы согласитесь сходить со мной в кафе?» Варя посмотрела на дочку. Эля забрала у мамы коробку с пиццей и пакет. «Идите. Только, мама, не рассчитывай, что тебе останется пицца», сказала Эля и поспешила в подъезд. Она поднялась на один пролет и подглядывала. Хоть бы мама не передумала, проносилась в голове у девочки. Ей так хотелось, чтобы мама вновь улыбалась. Эля дождалась, когда мама вернется домой. Она оценила маминого нового знакомого по достоинству. «Ничего такой, цепляет. Приглядись, мам, вдруг твое?» «А ты не против?» «Да разве я могу быть против того, чтобы моя мама была счастлива?» И Варя пригляделась. Сама похорошела, помолодела даже. В парикмахерскую стала чаще захаживать, чтобы держать голову в максимально приличном виде, с ее-то волосами. А Илья все твердил, какая она у него красавица, хотя при этом больше на фигуру поглядывал, чем на лицо или прическу. Через полгода сделал предложение, и они поженились. С Элей тоже хорошие отношения сложились. Хорошим он мужем оказался, домашним, заботливым. А с первой женой не сложилось. Так бывает. Характерами не сошлись. Но ни одного дурного слова о ней. А детей там нет, так что и горевать не о чем. Эля называла его дядя Илья и все время втягивала в авантюры. То он уговорит Варю поехать на природу с палаткой на 2 дня, то на поход в лес. Как Эля давно об этом мечтала, хоть и не маленькая уже, а приключения на свою голову и взрослых находила. А Варя не могла сопротивляться, когда ее просили 2 любимых ее людей. Так и пролетело время. Илья что-то делал на кухне, когда услышал: «Пап, ну ты еще долго? Нам маму со Стасиком пора из роддома забирать». Илья замер. «Пап, ну где ты?» Продолжала повзрослевшая Эля. «Эля, ты мне? А ты еще кого-то видишь тут? Или хочешь, чтобы тебя папой только Стасик называл?» Он подошел и обнял дочку. Он давно говорил и считал Элю дочкой, но не настаивал на том, чтобы она называла его папой. Радовался Илья как ребенок, счастливый ходил, гордый и непонятно от чего, то ли от того, что сын дома, то ли от того, что дочка папой назвала, а может и от того, и от другого вместе. Дочка помогала, пока школьницей была, но потом в колледж поступила, и Варе стало труднее. Уже не до парикмахерских, со своими волосами сама справлялась. Сделает хвостик и вперед. Куда там за внешностью следить? Взрослая дочь как-то заметила: «Мама, ты бы парик купила, но что ты мучаешься со своими волосами? Как куда идти? Ты вечно страдаешь». И правда, в торговом центре магазин париков появился. Полчаса там провела, но купить так и не решилась. Глаза разбежались,
Цены слегка напрягали, и Варя ушла ни с чем. А тут им вскоре на день рождения к друзьям Ильи идти. Тогда она сдалась и купила таки парик. Красивое каре, почти до плеч, темно-каштанового цвета. Подбирала долго, но наконец осталась довольна, да так прямо в нем домой и пошла, не могла удержаться. Уже стемнело совсем. Она во двор вошла и мужа увидела. Он к подъезду направлялся. Догнала его тихонечко и сзади по плечу похлопала. Илья обернулся, изумленно посмотрел на нее, но узнал. Обнял, чмокнул в щеку, да так домой и пошли. Парик все одобрили. Шел он Варе, и цвет волос был к лицу. Оно становилось выразительнее, ярче. И на дне рождения никто из гостей даже глазом не повел. Так, естественно, она выглядела в этом парике. А вскоре они с детьми уехали к родителям в деревню. Илья их отвез, а сам вернулся. Ему отпуска не дали. Неделя прошла просто замечательно. На свежем воздухе, с блинами, домашней сметанкой и медом. Варя отдохнула, выспалась, а бабушка с дедушкой с внуком нанянчились. В конце недели Илья их забрал домой. Сыночка пора было в ясли определять, а Варе на работу выходить. Но тут случилась неприятность. Вышла Варвара во двор, а ее соседка окликнула: «Дарья Кузьминишна, со второго этажа». Подошла и шепчет: «Ты, девка, мужа одного не оставляй. Гуляки они все, как один. Тебя пока не было, он дамочку домой приводил. Сама из окна видела. Хотела ему сказать: да не мое это дело, сами разбирайтесь». «Да вы ошиблись, тетя Даш», — сказала Варя, а у самой неприятный холодок по спине пробежал. Но бдительная соседка утверждала, что все так и было. Привел домой, а вот когда дамочка ушла, она не видела, хотя допоздна у окошка просидела. Варя поняла, что второй измены ей уже не пережить. Да неужели же Илья на такое способен? Нет, не верилось ей, но шепот соседки так и стоял в ушах. Гуляки они все, как один. И зачем тогда прихорашиваться, за собой следить, парики покупать? К чему это все? Варя расстроилась, но с мужем не знала, как поговорить. И дочке, хоть и взрослой, такое не расскажешь. Стыдно. Нет, надо сначала убедиться наверняка, а потом уж и меры принимать. В этот вечер Илья пришел домой пораньше и заявил, что у него встреча. Друг армейский пригласил в кафе на набережной посидеть, молодость вспомнить. Он быстренько переоделся и ушел. Дочка была дома, маленький спал, и Варя решила испытать судьбу, пойти и проверить, правду ли муж сказал, в кафе ли пошел, с другом ли с армейским. Она натянула свои старые джинсы, пуловер, кроссовки и надела парик, да еще и солнечные очки в придачу. Полная маскировка, чтобы издали не узнал. Дочь пришла в недоумение, но расспрашивать не стала, обронила лишь: «Клево выглядишь, мам». Избегая дальнейших расспросов, Варя выбежала из квартиры, попросив присмотреть за малышом, и спустилась вниз по лестнице. А у выхода из подъезда в полутемном коридорчике столкнулась с Дарьей Кузьминишной. Та налетела на нее, как коршун. «Ах ты, кукла крашеная! Да где же совесть твоя, бесстыжая девка? Ты чего к женатому мужику прилипла, как банный лист? У него 2 детей, и жена, не читать тебе про фурсетки. А ты уже и домой заладила, в подъезде поджидаешь?» Варя не успела и рта раскрыть, как бдительная соседка подскочила к ней, да прямо за волосы и схватила, и тут же отпрянула с париком в руках. Обе сначала опешили, а потом расхохотались, до колик в животе, и пошли к Кузьминишне чай пить. Даты по пальцам посчитали, выяснили, что не после отъезда, а до она видела Илью, и именно с ней, с Варей, в
тот вечер, когда она только купила этот парик. А позже муж домой явился с армейским другом, чтобы его с семьей познакомить. Варя смотрела на Илью, и теплое чувство любви, как бальзам, растекалось внутри. Нет, не все мужики-гуляки. Ее Илья золото и любит ее. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.